Всем привет и добро пожаловать на мой канал, дорогие мои друзья. Спасибо, что заглянули ко мне, и спасибо за то, что вас становится все больше и больше. Сегодня мы с вами приготовим очень и очень вкусный мясной рулет с шампиньонами. Дорогие друзья, этот рулет будет совершенно без теста. Посмотрите, как он великолепно выглядит. И мы его сделаем вместо обыкновенного теста, от которого мы толстеем, полнеем и так далее, мы сделаем его из теста фила. Это чудесный вариант, экспресс-вариант, все делается быстро, вкусно и красиво. Ну что, идемте готовить? Чтобы приготовить наш мясной рулет с шампиньонами, нам нужно будет взять 400 грамм фарша у меня свиной, 150 грамм сметаны, в которой я добавила разные специи, это по вашему вкусу, 100 грамм сыра тертого, 250 грамм шампиньона, одно яйцо, одна такая хорошая большая луковица, смесь соль, перец и чеснок я взяла, тоже это все пойдет у нас для того, чтобы было более пикантный такой, знаете, вкус. И, конечно же, тесто фила. Ну что, начинаем готовить. В хорошо разогретую сковородку мы отправляем сначала шампиньоны. Шампиньоны должны всегда отдать сок. И таким образом будет наш вкус этих грибочков более насыщенный. Немножко подождем, они ужарятся. И потом мы добавим лук. И в конце, конечно же, фарш. Наши грибы уже ужарились, и теперь самое время добавлять лук. Тоже это все хорошенько перемешаем. И через пару минуток добавим наш свиной фарш. Теперь к грибам и луку мы добавляем наш фарш и, конечно же, все специи. Все это хорошенько перемешаем и жарим до готовности, после чего нам все это нужно будет охладить. Еще буквально пару минуточек мы все это обжарим и начнем нашу начинку охлаждать. Наша начинка уже остыла. Она выглядит вот так вот. Я ее положила в такую же форму. Видите, какая она красивая у нас получилась. И теперь мы будем работать с нашим тестом филом. Друзья, хочу вас предупредить, это тесто, оно не совсем легкое в работе, оно очень и очень тонюсенькое, посмотрите, видите, и оно очень легко рвется. Вот у меня уже дырочка, и поэтому у меня всегда есть какие-то там латочки, вот типа такой, которую я положу, и наш рулетик будет хорошо складываться. Немножко сложим. Ну что, начинаем. Сначала мы смазываем наше тесто сметаной, которую я добавила, как я сказала, разные специи. Тут и паприка, и, в общем, все по вашему вкусу. Что вы любите, то и добавляйте. И теперь мы все это смажем. Это даст нашему рулету такую сочность и, опять же, интересный вкус. Можно еще чуть-чуть добавить. Все, это будет на второй у нас уже. Смазываем. И сейчас будем с вами выкладывать нашу начинку вкусную. Я беру большую ложку и начинаем процесс приготовления. Рулет очень легко делать, как вы видите. Тесто нам не нужно замешивать, вымешивать и так далее. Все быстренько, все готовое. Тесто фила, оно очень полезно. Я посмотрела все ингредиенты, поверьте, и ничего вредного в них нет, в этом тесте. Все вот так произвольно. Да, кстати, я положила 2 слоя этого теста. Почему? Потому что у нас с вами будет 2 рулета.
И лучше работать с ними, когда именно одно лежит на другом слое. Все, и теперь аккуратненько сворачиваем. Вот прям видите, оно под руками, я говорю, оно нелегко с ним работать. С этим тестом нелегко работать. Вот. Ну, будет все красиво и вкусно. Тарам-тарам-тарам-тарам. Немножко упало, но ничего. Вот такой у нас получился первый рулет. Теперь точно так же мы с вами поступаем и с нашим вторым слоем теста. Рулетики выложили, теперь взбиваем яйцо, все как всегда. Взбитым яйцом мы смазываем наши рулеты, немножко выравниваем это тесто, где это необходимо. Вот так вот. Сами понимаете, да, что при выпекании яйцо даст такую красивую корочку. Так, здесь мы немножко залатаем, вот так вот придавим и тоже вот так вот с помощью яйца скрепим немножко, потому что ну, очень оно тонюсенькое. Зато у нас будет прекрасный вкус и диетическое блюдо с вами, потому как здесь теста ну, практически нет. За счет того, что он такой тоненький. Вот, пожалуй, хватит нам яйца. Теперь мы подбираем то, что у нас упало, и я прямо ручками вот так вот присыплю наш будущий рулет. Вот так выглядят наши рулеты. Теперь я их отправлю на 180 градусов в разогретую духовку буквально на 15 минут, потому что все ингредиенты у нас готовы. Начинка у нас прожарилась, все только нужно довести до такой румяной корочки. Наши мясные рулеты с шампиньонами выглядят вот так вот после выпекания. Сейчас я их разрежу, выложу красиво на тарелку и покажу вам результат. Друзья, прошло 15 минут, и посмотрите, что у нас с вами получилось. Вот такие прекрасных два рулета, они еще очень и очень горячие, но я попыталась все-таки отрезать два кусочка. И посмотрите, чтобы не обжечься, какие они красивые, вы видите, получились. Какое тонюсенькое тесто. Вот, Феликс к нам пришел, заметьте. Феликс, сидь. Видите, какое оно прекрасное получилось. Пахнет чудесно. И вы представляете, вы можете кушать, вот, казалось бы, мясной рулет с шампиньонами в тесте с чистой совестью, потому что теста практически здесь у нас и нет. Очень я довольна этим произведением, мягкое. Смотрите, какой он получился, обалденный. Но я не могу пока вам всей этой прелести передать, потому что ужасно-ужасно горячее у меня блюдо. Друзья, ну что, спасибо, что были со мной, спасибо, что приготовили. Я уверена в том, что вам это блюдо тоже очень понравится. Я его сейчас буду подавать с салатом. И, конечно же, у нас будет такой сбалансированный ужин. Ну, спасибо, что были со мной сегодня, спасибо, что оставляете свои комментарии, за то, что вы подписываетесь на мой канал, и вас становится у меня все больше и больше, друзья. Я вам желаю здоровья, счастья, любви, стройности, молодости, красоты, и до новых встреч. Ну, а на сегодня все. С вами была любящая вас Виктория. Пока!